Друзья, приветствую всех на канале Рыболов Копатель. Посмотрите, какой замечательный рассвет. Мы едем с Николаем и сейчас еще подберем Тимура. Поедем покопаем. Вроде нашли интересную перспективную распашку. Так что, друзья, не переключайтесь. Ой, расфокус. Вот так вот, посмотрите, какая красота. Ой-ой-ой-ой, батюшки мои. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарий. Кто хочет поддержать, ссылочка внизу в закрепленном комментарии. Поехали. Друзья, за моей спиной старый немецкий заросший водоем. Что-то типа озерца было. Прошелся, тут много всего звенит. Давайте полазим здесь. Я думаю, будет интересно. Не переключайтесь, поехали. Мы сейчас проверим все это. Выйдем к ребятам туда, они по запашке гуляют, и с ними побегаем. Но я думаю, уже здесь будут интересные находки. Сигнальчик. Дальше вот такая вот свинцовая или оловянная какая-то фигнюшка. Посмотрите, ребят. Она с рукописями какими-то. Вау. Я что-то сначала не заметил. Может, это вообще древность какая-нибудь. Посмотрите. Я что-то сначала не посмотрел, а здесь, глядите. Здесь как будто лесной какой-то человечек нарисован. Что это такое? Здесь какие-то символы. Тяжелая очень. И глубоко была. Уже чуть позже, совместными усилиями, методом мозгового штурма, мы пришли к выводу о том, что картина выглядела примерно так. Кто-то ударил кулаком в песок, остался оттиск, и все это дело было залито расплавленным свинцом, скорее всего, с какого-нибудь аккумулятора. И получился такой утяжелитель своего рода, для того, чтобы его закладывать в руку, сжимать кулак, и чтобы удар был сильнее. В 90-е годы чего только не придумывали. Недавно с Серегой металлолом копали, я говорю: Серег, нам бы лом не помешал. Тяжелые всякие вещи ковырять. И вот смотрите, вот он и лом подойдет, надо его будет забрать. Хорошая штука. Тут еще с ним какая-то крышка непонятно, то ли от телефона, от какого-то, фиг поймешь. Оттуда же продолжаются находки. И вот крышка цветная. Ну точно телефон был, ребят. Вот еще часть, видите, она еще с медным проводом. И вот эта штука, вот так вот на ней была 100% динамик телефона. Ну или приемник, или передатчик, хрен его знает. Дальше, ребят, смотрите. Опа. Это что это такое? Это от телефона ручка. Наверное. От телефонной трубки. Телефонная трубка. Да. Это вот все, вот эти вот дела. Интересно.
Они тут номер телефона даже еще оставили. 774. Это все телефония, ребят. Все из одной серии. Сюда они бросали все, что не попадя. Ой! С глубины вот лопатка. И даже еще дерево сохранилось. Потому что болотина такая. Аж блестит, вон, видите, саперка. Набрел на полянку мухоморов. Собирать я их, конечно же, не буду. Кручусь вокруг этого пруда высохшего по хутору. Ой-ой-ой-ой, ребят, что-то интересненькое. Посмотрите. Красотулечка какая. Значок, наверное, или что это было? Класс. Перед нами знак различия. Автомобильные войска, вооруженные силы СССР. Тимур вот взъязвляет откосы. И посмотрите, какой зацепчик у него. На клейме. Обычно они без клейма. И даже еще на кусочке кожи. Что за находка дивная, друзья. По отвалам вот ходим. Ходим. Коля вот споймал. Споймал. Какой-то у вас язык странный. Посмотрите, какой-то Одеон, трейдмарк. Какая-то там, блин, триумфалочка такая. Наверное, от мотоцикла. Спидометр. Наверное, ага. Посмотрите, какая накладка попалась, ребят. С листиками. Такой веночек. На какую-то шкатулку драгоценную, наверное, было. Прикольно. Ножик раскладной выпал. Хоть бы раз из нержавейки найти. Стропорез какой-нибудь. Парашютистов. Пока только такие, ребят. Ставим лайкосики за хорошие находочки. Один феник 1874 года. Монеток предостаточно здесь. Как и пуговиц. Друзья, посмотрите, Николай какую монетку выкопал. Она меньше солида в диаметре. Мне кажется, это что-то по вопросам Данцига. Потому что вот эти вот кресты как бы указывают на то. Видите? Кто точно знает, пишите в комменты, что за монета. Достаточно глубокий сигнал был. И бляха. В последнее время частенько они попадаться стали мне.
Идем дальше. Смотрите, очень редкий зацеп такой. Такие вообще вот мне ни разу не попадались. Не, мне часто попадались. Коля. Один прусский феник с проделанным в центре отверстием, да еще скрученный в бараний рог. Кто-то над ним изгалялся. Прозваниваю отвалы. И вот тоненькое обручальное колечко. Точнее, маленькое по размеру своему. Женское или детское, медное. Боевое кольцо. Тоже свинец. Одевается. Пробивали им, да? Да, пробивали что кастетом, что кольцом. Хорошо. Малюсенькая пломба. Вылетела с какими-то инициалами. Свинцовая. Двигаемся по запашке. И вот эти вот отвалы не забываем прозванивать. Рукоятка от бритвенного станка. Цинковая в хроме. Десяточка прилетела под зеленой патиной. Пятачок желтенький прилетел. Тучки гуляют такие, даже дождик моросил, хотя погодку-то обещали на сегодня. Солнечную даже. Такой вот монетный двор F 1925 год. Все, ребят, что-то походили, пошкрябали маленечко. Так, особо без изысков. Ну, выезжаем домой. Так что спасибо всем за просмотр, друзья. Пока.